Всем привет! В этом видео приготовим муссовый торт. Фисташковый мусс, конфи облепиха манго и нежный бисквит из миндальной муки. Если вам интересно, смотрите дальше. Для мусса нам понадобится сыр маскарпоне, фисташковая паста и фисташковый сироп или фисташковый пралине, сливки для взбивания, желатин, замоченный в холодной воде, фисташковую пасту с маскарпоне перемешиваем до однородности. Если надо, немного можно подогреть. Набухший желатин подогреваем, перемешиваем и добавляем в основную массу. Все перемешиваем до однородности. Далее добавляем сливки взбитые. Взбивать сливки надо до такого состояния, когда они еще жидковатые, не до конца взбитые. Все перемешиваем до однородности. Сливки вводим в 2 приема. Берем форму. У меня будет вот такая круглая форма. Наливаем примерно 1/3 мусса, простукиваем форму, чтобы мусс распределился и чтобы не были пустоты. Тут мы смотрим, сколько у нас жидкий или густой мусс в этом моменте. Если мусс очень жидкий, он сразу сам распределится. Но у меня мусс немного застыл и был уже немного такой густоватый, и поэтому я его так простучала, чтобы хорошо распределился. На мусс кладем конфи, которые приготовлены заранее. Подробный рецепт я оставлю в описании. И есть еще видео, где я готовлю манговые конфи. Все то же самое, только я тут к манго добавила еще облепиховое пюре. Кладем замороженный конфи на мусс, прижимаем. Мусс, который поднялся по бокам, с ложкой распределяем, чтобы по бокам не остались пустоты. Как я сказала, если мусс в этом моменте будет жидкий, то мы поставим конфи, он как бы сам утопится в этот мусс. Из кондитерского мешка наношу еще слой мусса. Немного опять простукиваю и кладу сверху бисквит. Подробный рецепт этого бисквита будет в отдельном видео. Очень нежный, ароматный, похож на классический бисквит. И далее наливаем оставшийся мусс. И кладем еще один слой бисквита. Торт полностью замороженный, 12 часов провел в морозилке, покрыла велюром, подготовила зеркальную глазурь. Подробный рецепт зеркальной глазури у меня уже есть на канале, оставлю ссылку. Глазурь, когда наливаем вот на такой уже покрытым велюром торт, глазурь должна быть примерно 35 градусов. И торт, покрытый велюром, я опять ставлю в морозилку до того момента, пока буду наносить зеркальную глазурь. Ждем, пока глазурь схватится и больше не будет стекать. И тогда по бокам немного вот спатулой прохожусь, снимаю лишнюю глазурь, потеки от глазури.
Вот такой нежный тортик получился. Всегда очень красиво смотрится, когда вот обе виды глазури, и зеркальная, и велюр. Украшаем торт. Я буду украшать макаронцами. Добавила фигурку из шоколада, надпись из сахарной бумаги, звездочки тоже из шоколада. И вот такой тортик получился. Подробный рецепт этого мусса и конфи я оставлю под видео в описании. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!